Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation Sergei Lavrov. Спасибо, уважаемые коллеги, дамы и господа. Рад возможности в очередной раз выступить на Московской конференции по международной безопасности, организуемой Министерством обороны Российской Федерации. Приветствую ее участников, высоких представителей многих государств мира, руководителей международных организаций, законодательной власти, гражданского общества, авторитетных ученых и экспертов. За прошедшие годы этот форум убедительно подтвердил свою востребованность в качестве площадки для профессионального обмена мнениями по ключевым военно-политическим проблемам современности. Именно такой открытый, конструктивный диалог предоставляет возможность выйти на взаимоприемлемое понимание, опирающееся на баланс интересов. Об этом вчера уже говорили мои российские коллеги, которые детально изложили наши подходы к актуальным темам глобальной и региональной повестки дня. Со своей стороны также хотел бы поделиться оценками непростого положения дел в международных отношениях, поскольку с момента прошлогодней встречи в данном формате ситуация в мире, несмотря на все наши усилия, продолжала осложняться. Основная причина, это уже очевидно для многих, непрекращающиеся односторонние шаги Запада во главе с Соединенными Штатами, которые в целом ряде случаев носят вызывающий деструктивный характер, ведут к опасной разбалансировке механизмов глобального управления. В Вашингтоне, Лондоне, других западных столицах так и не сделали выводов из трагедий Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Украины. В недавно опубликованных американских стратегиях национальной безопасности и национальной обороны современный мир прямо рассматривается через призму военно-политического соперничества в русле логики «свой-чужой» или «с нами», или «против нас». Усиливается пренебрежение к международному праву и многосторонним структурам, включая Организацию Объединенных Наций. Все больше вопросов вызывает договороспособность Соединенных Штатов, особенно на фоне попыток обрушить крупные международные договоренности, такие как совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, решение ООН по ближневосточному урегулированию, декларация Парижской конференции по климату, базовые принципы Всемирной торговой организации. Налицо тенденция к ревизионизму в мировых делах. Ревизии пытаются подвергнуть и минские договоренности по урегулированию внутриукраинского кризиса, выполнение которых саботируются нынешними киевскими властями. Их покровители в США и Европе закрывают на это глаза, одновременно поощряя действия партии войны в Киеве, которая стремится решить проблему Донбасса силовым путем. В различных регионах мира продолжаются сомнительные геополитические игры с нулевой, а по факту с отрицательной суммой. Не прекращаются попытки заигрывания с террористами, деления их на плохих и не очень, о чем на открытии нашей конференции вчера подробно говорили российские представители, в том числе на примерах развития обстановки в Сирии и других странах Ближнего Востока и Среднего Востока. Создается устойчивое впечатление, что американцы стремятся сохранять на этом огромном геополитическом пространстве состояние управляемого хаоса, рассчитывая использовать его для того, чтобы оправдать бессрочное военное присутствие США в регионе для продвижения своей односторонней повестки дня. В сфере стратегической стабильности Вашингтон ставит во главу угла своей политики обеспечение военного превосходства и подрыв паритета. Наращиваются усилия по развертыванию глобальной системы противоракетной обороны, накачивается потенциал и усиливается военная активность НАТО вблизи российских границ. Самую глубокую озабоченность вызывает линия США на снижение порога применения ядерных вооружений. Звучат идеи о том, чтобы в рамках НАТО подвести под статью 5 Вашингтонского договора проблемы, возникающие в киберпространстве. При этом наши настойчивые призывы начать профессиональный разговор по мерам доверия и противодействию угрозам в этой сфере не находят позитивного отклика ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе. Для преднамеренного нагнетания конфронтации, дальнейшей демонизации России организуются грубые политические провокации. Так называемое дело Скрипалей стало предлогом, вымышленным или инсценированным, для безосновательной массовой высылки
российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и целого ряда других государств, большинству которых просто выкрутили руки. Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями мы давно не видели. Подчеркну, продолжим адекватно реагировать на недружественные шаги, но одновременно хотим установить истину. Настаиваем на предметном и ответственном расследовании в полном соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия. Заданные нами на основе этой конвенции легитимные вопросы игнорировать не получится, как подтвердила созванная Россией 4 апреля спецсессия Организации по запрещению химического оружия, спецсессия ее исполнительного совета. Неприемлемо, как в отношении инцидентов в Солсбери, так и в целом ряде других ситуаций, от выборов в США до химических атак в Сирии и референдумов в Каталонии, вместо предъявления конкретных фактов, вместо честного расследования выдвигать голословные обвинения. Это только в известной книге Льюиса Кэрролла «Королева требует сначала дать подсудимому реальный срок, а уж потом послушаем вердикт присяжных, виновен или не виновен». Но Льюис Кэрролл все-таки писал сатиру, используя жанр сказки. Вчерашняя дискуссия в Гааге показала, что уважающие себя взрослые люди в сказки не верят. Вновь призываем всех коллег рассматривать любые проблемы в международно-правовой плоскости. По-честному, с предъявлением доказательств. Мы к такой совместной работе готовы, о чем в очередной раз подчеркнул вчера президент Путин, выступая на пресс-конференции в Анкаре. Уважаемые коллеги, рост конфронтационности и взаимного недоверия порождает стратегическую неопределенность, провоцирует гонку вооружений и, что особенно опасно, способствует милитаризации мышления. А в конечном итоге размыванию созданной после Второй мировой войны и основанной на главенстве Устава ООН архитектуры безопасности. Такое положение дел существенно сужает возможности для сотрудничества, а оно сейчас остро необходимо, если мы хотим эффективно реагировать на общие для всего человечества вызовы и угрозы, включая международный терроризм, организованную преступность, наркотрафик, распространение оружия массового уничтожения, глобальные изменения климата и многое другое. В столь представительной аудитории вряд ли необходимо подробно говорить о том, что за последние четверть века мировой ландшафт кардинально поменялся и продолжает быстро меняться. Укрепляются новые центры экономической и финансовой мощи и связанного с этим политического влияния. Эти центры проводят внешнюю политику, отвечающую их национальным интересам, и никто не может и не сможет отказать им в этом абсолютно естественном праве. Окреп голос развивающегося мира, требующего справедливой реализации своих чаяний и устремлений. В наших общих интересах сделать так, чтобы объективно складывающаяся полицентричность обрела не хаотичную, а конструктивную динамику, способствовала налаживанию взаимовыгодного сотрудничества и плодотворного партнерства ключевых государств. Для этого необходимо отказаться от фобий, стереотипов, конъюнктурных разногласий, имперских и неоколониальных амбиций. Научиться уважать интересы друг друга, найти в себе силы наладить совместную работу во имя безопасного и благополучного будущего всего человечества. Иными словами, необходимо признать задачу демократизации международных отношений. Пока же наши западные коллеги, позиционируя себя поборниками утверждения демократии во всех других странах, всячески избегают закрепления в многосторонних документах цели демократизации применительно к глобальной системе межгосударственного общения. В этих условиях Россия, как самостоятельный центр мировой политики, продолжит продвигать позитивную повестку дня в мировых делах в интересах глобальной стабильности. Мы никому ничего не навязываем, не претендуем на исключительность и тем более вседозволенность. Выстраивая отношения с партнерами, неизменно руководствуемся международным правом, признанием центральной роли ООН, уважаем интересы, традиции, самобытность всех наций и народов. Не заинтересованы ни в конфронтации, ни в раскручивании гонки вооружений. Но свои интересы, суверенитет, независимость Россия будет отстаивать целенаправленно и эффективно, используя весь арсенал имеющихся в нашем распоряжении средств. Об этом неоднократно говорил Владимир Путин, в том числе в послании Федеральному собранию
1 марта этого года. На Западе должны наконец осознать, что играть в одни ворота больше не получится, что бесперспективно стараться добиться за наш счет односторонних преимуществ, что безопасность в Евроатлантике, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в мире в целом должна быть равной и неделимой. Мы последовательно выступаем за широкий диалог по наиболее актуальным вопросам современности, включая поддержание стратегической стабильности во всех ее аспектах и с полным учетом всех факторов, которые влияют на нее в современных условиях. Об этом президенты России и США говорили по телефону 20 марта. Хотелось бы, чтобы понимание особой важности этой темы лидерами двух стран не завязло в бюрократических играх и не стало заложником внутриполитических интриг. Россия за то, чтобы целенаправленно работать над упрочением режимов контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения с опорой на принципы открытости и предсказуемости. Мы завершили процесс ликвидации российских запасов химического оружия. Выполнили все свои обязательства по договору о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений и призываем Соединенные Штаты в соответствии с предусмотренными в этом договоре процедурами совместно отрегулировать вопросы, связанные с переоборудованием части американских стратегических носителей. На столе конференции по разоружению в Женеве наше предложение о разработке конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма. Российско-китайская инициатива, призванная не допустить появления ударных вооружений в космосе. Разумеется, Россия и далее будет вносить свой вклад в политико-дипломатическое урегулирование многочисленных конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке и Севере Африки, на Корейском полуострове. Продолжим способствовать устойчивому развитию партнерства на пространстве Содружества независимых государств через углубление евразийской интеграции, продолжим помогать решать проблемы, возникающие между нашими соседями. В послании Федеральному собранию президент Путин призвал сесть за стол переговоров и вместе подумать над обновленной перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации. Свой вклад в продвижение к этой цели вносят Шанхайская организация сотрудничества, Организация договора коллективной безопасности, БРИКС. Видим хорошие перспективы и у группы 20, где представлены все страны «семерки» и БРИКС одновременно. Россия готова к честной, открытой, равноправной и взаимоуважительной работе со всеми, кто искренне заинтересован в общем мирном будущем и процветании человечества. Спасибо за внимание.